В этом видео мы будем переделывать старую одежду и сшивать ее с помощью наружного шва. Вдохновлялась я вот этими инстаграм-аккаунтами. Этот тренд уже давно гуляет по просторам интернета. В своей работе я использовала одежду из тонкого и плотного трикотажа, но советую брать только плотный, так как сшивание тонкого трикотажа имеет свои нюансы. Итак, теперь я отрезаю все швы или то, что не удается распороть. В итоге получается много маленьких кусочков. Так как у меня не было выкройки, я ее сделала самостоятельно. Разрезала ножницами старую футболку, внимание на линии. Чтобы получилась выкройка рукава, нужно обязательно его разрезать вот в этом месте. Если у вас уже есть выкройка, то это вообще замечательно. Обратите внимание на то, что сторона с менее глубоким вырезом – это и есть спинка. Вы можете обвести получившуюся выкройку, чтобы использовать ее в дальнейшем, как это сделала я. Ну а теперь к оборудованию. Я использовала трехниточный оверлок. Новый на рынке стоит очень дорого, поэтому я купила его на сайте Авито. Он был сломанным, но починка стоит совсем недорого, поэтому это очень удачная покупка. Если у вас, как и у меня, есть очень много тонкого трикотажа, который вы хотите применить в работе, а он очень плохо сшивается, можно добавить посередине силиконовую ленту. Тогда шов получается очень ровным. Сначала я сшивала кусочки поменьше, а потом побольше. У меня получились вот такие полоски, которые впоследствии превратятся в одно целое полотно. Под вечер у меня уже было все готово, это вообще не занимает столько времени, сколько я думала. Это очень легко, но работа, конечно, монотонная и достаточно скучная. И еще работая нужно быть достаточно внимательным, чтобы ткань не заживалась. Полукруглый кусок ткани у меня пошел на рукав. Затем, когда полотно полностью готово, я накладываю на выкройку и вырезаю. Не забывайте то, что нужно оставлять припуски на швы. А так как мы работаем с оверлоком, припуск на шов должен быть еще больше. Сначала я хотела оставить ворот от футболки, но поняла, что он слишком узкий, поэтому его нужно отрезать. И сделать более глубокий вырез, а поверх пришить косую бейку, чтобы ткань не распускалась. Я решила не обрабатывать ткань, а оставить ее кусочками и разной длины.